Вы когда-нибудь просыпались в 3 часа ночи от того, что Oh, на вашей shoot, груди baby. неподвижно Yeah, сидит пушистая тень весом в 5 килограммов Melanantic или от грохота упавшего с тумбочки c'est телефона? un peu В social этот момент, media. протирая глаза и нашаривая тапочки, чтобы пойти на кухню и умиротворить своего маленького хищника, вы, вероятно, думаете, что это просто забавный ритуал. Но есть кое-что, что большинство владельцев кошек не хотят слышать. Ваша кошка, возможно, не просто любимый питомец, возможно, она самое избалованное существо в вашем доме. Дело не в количестве купленных игрушек или дорогих лежанках. Настоящая избалованность кроется в психике, поведении и, что самое важное, в здоровье вашего сородича. То, что мы привыкли называть милыми причудами, на самом деле является сигналами системы, которая вышла из равновесия. Если вы научитесь их читать, вы поймете, что именно вы создали и почему это важно изменить, пока не стало слишком поздно. Сегодня мы разберем 11 признаков того, что ваша кошка официально захватила власть в доме, и узнаем, как вернуть ей ощущение безопасности через правила, которых она втайне так ждет. Признак 1. Территориальный диктат у миски. Первый признак часто кажется нам смешным. Представьте, вы решили протереть пол и сдвинули миску с едой всего на полметра. Ваша кошка подходит, садится в метре от нее и начинает орать так, будто ее навсегда вычеркнули из завещания. Большинство людей смеются над этим, превращая сцену в домашнюю шутку. Но за этой сценой стоит глубокая биологическая истина. Кошки — территориальные животные. Их ощущение безопасности напрямую связано с предсказуемостью мира. Миска, лоток и лежанка — это не просто мебель, это якоря и точки стабильности. Однако, когда кошка регулярно получает все, что хочет, именно тогда, когда хочет, ее порог терпимости к изменениям снижается. Каждый раз, когда вы уступали ей без причины, вы учили ее. Мир всегда подстраивается под меня. Теперь любое отклонение, сдвинутая миска или задержка в кормлении на 5 минут воспринимается ею как личное оскорбление и нарушение миропорядка, на которое она не давала согласия. Это не характер, это поведенческая модель, созданная вашей чрезмерной заботой. Признак 2. Ночной шантаж как инструмент управления. Второй признак знаком каждому, кто лишался сна ради кошачьего аппетита. 3 часа ночи. Кошка сидит у вас на лице, воет под дверью или методично сбрасывает вещи, глядя вам прямо в глаза. И вы встаете. Почему? Потому что так проще, потому что иначе не уснуть, и потому что это кажется почти милым. Вот что происходит на самом деле. Ваша кошка провела настоящее научное исследование. Она достаточно долго наблюдала за вами, чтобы выяснить, какая тактика дает результат быстрее всего. Она поняла, что звук падающего смартфона эффективнее простого мяуканья. Это не глупость, это умное и терпеливое решение задачи по управлению существом, которое в 10 раз крупнее нее. Проблема в том, что каждый раз, когда вы вставали, вы подтверждали, эта стратегия работает. Исследования показывают, что кошки устанавливают причинно-следственные связи со скоростью маленьких детей, но в отличие от детей, они не перерастают это поведение, если вы не меняете правила. Признак 3. Синдром 20-минутной свежести. Вы положили свежий корм в чистую миску всего 20 минут назад. Кошка подходит, нюхает, бросает на вас взгляд, полный глубочайшего разочарования, и уходит. И что вы делаете? Вы идете за новой порцией. Здесь важно различать инстинкт и избалованность. Да, кошки-хищники, они инстинктивно избегают испорченной еды, но сухой корм 20-минутной давности не представляет угрозы. Когда кошка требует замены совершенно свежей еды, это выученное поведение. Она поняла, что привередливость окупается. Настоящая опасность здесь медицинская. Таких кошек практически невозможно перевести на лечебную диету, когда это становится вопросом жизни и смерти. Избалованность лишает их гибкости, необходимой для выживания. Признак 4. Ноги как мишень. Четвертый признак часто маскируется под игру. Вы идете на кухню,
И вдруг из-за угла вылетает меховой снаряд, хватает вас за лодыжку и исчезает со скоростью снайпера. Вы улыбаетесь, она просто играет. А теперь представьте, что это делает собака весом в 15 килограммов. Ваша реакция была бы мгновенной. Для кошки охота — это не прихоть, а когнитивная потребность в полном цикле: поиск, выслеживание, бросок, поимка. Когда этот цикл не реализуется через игрушки, кошка переключается на единственную доступную добычу — на вас. Если вы реагируете на это смехом, или, что хуже, начинаете играть в ответ рукой, вы официально подтверждаете: «Я твоя добыча». Кошки, которых никогда не останавливали, теряют грань между игрой и агрессией не потому, что они злые, а потому, что им никто не провел черту. Признак 5. Пространственная иерархия. Кошка, весом в несколько килограммов, развалилась в центре дивана, а вы — взрослый человек. Осторожно балансируете на самом краю, боясь ее потревожить. В соцсетях это выглядит забавно, но на языке кошек это называется статусным ритуалом. Пространство для кошки — это статус. В колониях наиболее важные особи занимают самые центральные и защищенные позиции. Когда вы раз за разом уступаете ей место, вы сообщаете ей: «Ты здесь главная жительница, а я лишь уступчивый гость». Это не значит, что нужно воевать за диван, но важно осознать, какой сигнал вы посылаете своими ежедневными уступками. Признак 6. Асимметрия внимания. Шестой признак — это избирательный слух. Вы зовете кошку по имени, она лежит в метре от вас, смотрит в стену и даже не ведет ухом. Но через час она сама приходит и требует ласки, и вы, конечно, бросаете все дела. Исследования подтверждают: кошки прекрасно знают свои имена. Если она не откликается, она просто решила, что это не обязательно. Это не независимость. Это асимметрия отношений, где одна сторона всегда ждет, а другая всегда решает. Это делает вашу связь беднее, потому что настоящая связь должна быть двусторонней. Признак 7. Психологическое наказание за ваше отсутствие. Вы уехали на пару дней, вернулись, а кошка демонстративно уходит в другую комнату или, что еще хуже, находит инцидент вне лотка. И вы чувствуете вину. Вы идете за ней, извиняетесь и приносите горы лакомств. Да, кошки испытывают реальный стресс от разлуки, но спектакль, который вы наблюдаете, это коммуникация с выученной целью. Кошка заметила связь между своим недовольством и вашими бонусами. Это не месть в человеческом смысле, это эффективный поведенческий инструмент. Каждый раз, когда вы извиняетесь едой за свое отсутствие, вы учите ее. Демонстрация холода приносит дивиденды. Признак 8. Монополия на ваше внимание. Она ложится именно поперек ваших рук, когда вам нужно печатать, или на открытую книгу, которую вы читаете. Это кажется трогательным поиском близости, но на деле это борьба за контроль над вашим вниманием. Кошка, выросшая в атмосфере безусловного и постоянного внимания, развивает зависимость. Она не может переносить, когда ваш взгляд направлен на что-то, кроме нее. Эта зависимость становится источником хронического фонового стресса для самой кошки. Она живет в тревоге, которую не может разрешить самостоятельно, потому что она потеряла навык быть автономной. Признак 9. Вы подстраиваете свою жизнь под ее капризы. Девятый признак самый масштабный. Вы ловите себя на том, что считаете в уме время, чтобы вернуться домой ровно к 6 вечера, потому что кошка ждет. Вы перестали звать гостей, потому что ей это не нравится. Вы даже выбрали цвет дивана под ее шерсть. Ответственность — это прекрасно. Но когда дом полностью перестраивается под расписание и предпочтения кошки, она лишается важного опыта адаптации. Кошки намного устойчивее, чем мы думаем, но ваша избалованность не дает ей обнаружить собственную силу и гибкость. Признак 10. Ласка строго по регламенту. 10-й признак касается границ. Одно дело уважать личное пространство, другое — когда кошка реагирует агрессией на любое прикосновение, которое не исходило от нее самой. Кошка, которая шипит или кусает, когда ее просто хотят переставить со стула, это существо
с очень низким порогом агрессии. Это часто происходит потому, что ее никогда не учили принимать мягкое, предсказуемое прикосновение, когда она не в настроении. Она никогда не чувствовала себя в достаточной безопасности, чтобы перестать защищаться. Признак 11. Ваше чувство вины перед словом «нет». Последний и самый важный признак касается не кошки, а вас. Когда вы говорите ей «неода», не даете лишнее угощение или не встаете ночью, у вас в груди что-то сжимается. Вам кажется, что она будет любить вас меньше. Вот истина, подтвержденная исследованиями. Кошкам не нужно, чтобы вы соглашались на все. Им не нужен мир без трений. То, что делает их настоящему спокойными и довольными, это последовательное и уверенное присутствие человека. Предсказуемость и структура – это и есть высшая форма безопасности для кошки. Ваш отказ – это не лишение любви, это создание структуры, на которую кошка может опереться. Избалованность как лишение инструментов. Если вы узнали свою кошку во всех этих пунктах, не спешите винить себя. Все это произошло из любви, которая просто не знала, где остановиться. Но помните, избалованная кошка – это несчастливая кошка. Любовь без границ лишает ее инструментов, необходимых для жизни. Умение ждать, принимать отказы и справляться с переменами. Хорошая новость в том, что это можно изменить медленно, терпеливо и через ясность. Ваша кошка не хочет быть трудной. Она просто живет в том мире, который вы для нее построили. Начните с того, что станьте для нее предсказуемым лидером. Помните, что ее доверие к вам глубже любых капризов. Даже когда она следует за вами в ванную, она делает это, потому что считает вас своей семьей и хочет охранять вас в уязвимый момент. Она доверяет вам настолько, что готова войти в маленькое закрытое пространство, даже если ее инстинкты говорят об опасности. Ответьте ей тем же. Дайте ей безопасность через правила. Потому что в конечном итоге в этом огромном мире ваш голос — это ее музыка, ваше присутствие — ее защита, а ваша осознанная забота — ее единственный шанс на долгую и гармоничную жизнь рядом с вами. Посмотрите на свою кошку прямо сейчас. Она только что медленно моргнула вам, признавая ваше лидерство и любовь. Напишите в комментариях, какой из этих признаков стал для вас самым неожиданным откровением.